Всех приветствуем на канале K-Reason, и сегодня мы решили сделать свой айсберг по самым необычным теориям в кей-попе. Кто не знает, что такое айсберг? Айсберг — это такие видео, где мы начинаем на верхушке айсберга и опускаемся на дно. Притом, чем глубже уровень, тем страшнее и необычнее истории. То есть наши видео подразделяются по уровням, где вершина — это самые популярные и простые теории, а глубина — это самые жуткие и малоизвестные. Приятного просмотра, и мы начинаем. Итак, вершина айсберга. Ложь компаний про возраст и вес айдола. Существует так называемая общая формула для определения идеального веса и роста, которым айдолы должны соответствовать до своего дебюта. Если айдол немного не дотягивает до идеала, то компании специально пишут неверную информацию об артисте с целью сделать его как можно ближе к стандарту красоты. Все компании морят голодом айдолов перед дебютом. Айдолы следуют более строгим правилам веса до своего дебюта, потому что они должны казаться идеально красивыми на камеру. И не всегда эти правила являются здоровыми и безопасными. Чаще всего айдолов заставляют резко сбросить вес, что очень плохо оказывается на их здоровье. А после дебюта рамки немного опускаются, и айдолы могут вернуться к своему обычному, но также ограниченному рациону. Вакцина для идеальной кожи. У айдола на фотографиях и выступлениях идеальная кожа, ровный тон, отсутствие воспалений и морщинок. Некоторые поклонники не верят в работу профессиональных визажистов и фотографов, фильтры, сглаживания и прочее. Нервные отношения айдолов. Среди фанатов существует слух, что некоторые отношения айдолов были выдуманы их агентствами в качестве черного пиара или же с целью отвлечения внимания от каких-либо других скандалов. Самый яркий представитель такого слуха являются отношения Дженни и Кая. Инкигайо сэндвич. Сэндвич появился в кафетерии здания CBC, которое транслирует шоу Инкигайо. Предположительно, в этом кафетерии могут есть только поп-айдолы и сотрудники. А также этот сэндвич стал способом познакомиться одним айдолом с другими. Один айдол разворачивал одну сторону этикетки, вставлял свой номер телефона внутрь и давал сэндвич другому айдолу. Проклятие 7 лет. Это проклятие связано с 7-летними контрактами, которые компании подписывают с айдолами. И многие группы теряют, либо же приобретают участников или распадаются примерно через 7 лет после дебюта, поэтому его так боятся фанаты. Айдолы всегда роняют еду, чтобы ее не есть. Существует слух, что из-за того, что айдолы сидят на строгих диетах, а сказать об этом на публику они не могут, когда они получают разную еду, дабы ее не есть, они придумали способ, в котором они якобы случайно роняют еду. Все шоу и премии заранее знают победителя. Из-за множества скандалов, связанных с подтасовкой результатов, у фанатов сложился слух, что абсолютно все шоу и премии уже заранее знают, кому нужно вручить награду. Это зависит от самих компаний, от их отношений с шоу или премией, а также, возможно, коррупция. Первый уровень. Сана – принцесса. Фамилия Саны Минатозаки. Это одна из самых редких фамилий в Японии. Технически эта фамилия все еще имеет историю кровь королевской семьи Японии. Поэтому среди фанатов появился слух, что Сана на самом деле является принцессой. Сюй – расистка. Такое рассуждение пошло из-за шоу, которое ведет Джесси. Она обычно берет интервью и разговаривает с артистами. В том выпуске Цюй рассказала, что она восхищается белоснежной кожей Дахён. Тогда Джесси пошутила, что такой кожи можно добиться скрабом, и все посмеялись, но пользователи посчитали это упреком в сторону людей с темной кожей. Айдолы-визуалы – куклы. Существует слух, что айдолов-визуалов компании воспринимают только как кукол, то есть акцентируют внимание лишь на внешности, опуская таланты. Поэтому визуалы зачастую не имеют своего мнения и должны себя вести только как куклы. Онью является китайцем. До того, как Шайни дебютировали, участники были представлены, поползли слухи, что Онью – талантливый рэпер из Китая. Некоторым людям не нравился Онью до его дебюта, и они считали его китайцем. Плохие отношения Идзи. Такой слух пошел после того, как один из экспертов сказал, что язык тела Идзи показывает, что они не ладят друг с другом.
Джису главный в Blackpink. Среди фанатов ходит такой слух, что все, что происходит с Blackpink, связано непосредственно с решениями Джису, вплоть до расторжения, подписания и продления контрактов. Отношения Виктории из FX и Ченмина. Виктория однажды поделила свои фотографии домашней еды в своем личном аккаунте Weibo. На фотографии была ложка, и в ее отражении пользователи увидели Ченмина. Из-за этого многие подумали, что они встречаются. И потом SM Entertainment опубликовали заявление, в котором говорилось, что это был групповой обед, и Ченмин и Виктория ели не одни. Джихё знает много секретов Джуб. Из-за того, что Джихё довольно сильно выделяют, пользователи распространили слух, что она якобы знает какие-то страшные секреты Джуб. Чимин трансгендер. Из-за того, что Чимин имеет довольно яркую и, можно сказать, женственно красивую внешность, многие пользователи предположили, что Чимин раньше был девушкой и сделал операцию по смене пола. Отношения Еджи и Дживайпака. Этот слух пошел из-за того, что Еджи считается секретным оружием, а также лидером ИДЗИ. Пользователи из-за этого считают, что у нее отношения непосредственно с руководителем компании. Лиса трансгендер. Этот слух появился из-за того, что пользователи нашли одну очень неудачную фотографию с выступления Blackpink, где Лиса была в шортах, и при танцах они сильно деформировались. Из-за этого показалось, что у Лисы были мужские гениталии. Отношения Саи и Юны из Girls' Generation. В 2012 году появляется фотография, где Юна и Сай вместе бродят по улицам на тайном свидании. Но в итоге оказалось, что рядом с Юной был ее оператор. У Ким Намджуна есть жена и ребенок, и он давно это скрывает. А на Джуне уже давно ходят слухи, некоторые армии считают, что парень не просто так скрывает свое семейное положение, и доказательств есть несколько. Обо всех участниках ходят какие-то слухи, но только не о Ким Намджуне. И Биг Хит уже не первый год блюрит фотографии на телефоне, чтобы никто не увидел его содержимое. Из-за этого появился слух о возможной женитьбе и ребенке Намджуна. Арин знает секреты своей компании. Так как у Арин из Red Velvet больше свободы, чем у других айдолов, пользователи думают, что она знает темные секреты компании и в случае чего может их выдать. Второй уровень. Беременность Чуньон и аборт. Тогда Чуньон взяла перерыв по состоянию здоровья, а также набрала вес. Пользователи начали распространять слух, якобы Чуньон беременна и хочет уйти из группы, а потом уже и появились слухи о том, что компания заставила ее сделать аборт. Айрин может почувствовать злые намерения мужчин. Этот слух появился после того, как в интернете распространились фотографии выражения лица Айрин в присутствии мужчин. Рядом с мужчинами ее эмоции приобретали злость и отвращение. А также из-за этого Айрин начали называть феминисткой. Но тут еще ситуация, что Айрин рассказывала, что прочитала феминистическую книгу. Приложение MyDoll. MyDoll — это приложение, которое позволяло фанатам как бы напрямую чатиться со своими биасами. Конечно, на самом деле пользователи общались с искусственным интеллектом, но иногда этот бот писал очень странные, а иногда и очень страшные вещи. Ваньон болеет анорексией. Ваньон по сравнению со своим первым дебютом Voice One очень сильно похудела, при том, что и раньше была очень худой. И вес ее критически мал, притом сама девушка утверждает, что хорошо ест, и это у нее генетика. Но пользователи уверены, что у Ваньон анорексия. Компания Соми делает из нее Барби. После своего камбэка Соми очень сильно похудела, ее цвет волос, костюмы, да и само ее поведение на публике изменилось, поэтому пользователи уверены, что ее компания пытается сделать из нее куклу Барби. Соло — северокореянка. Этот слух начался с шутки фаната. Он сказал, что она из Северной Кореи, потому что у нее довольно необычное имя Ким Йон Сан, а также потому что ее преддебютной фотографии очень сложно найти. Ким Чен Ын является поклонником Айрин. В 2018 году Red Velvet выступили в Пхеньяне, Северной Корее. И на совместной фотографии все девушки стояли справа, подальше от Ким Чен Ына, а Айрин рядом с ним. Джуб ненавидит свои мужские группы. Теория появилась из-за того, что компания более активно продвигает только женские группы, а также акцентирует внимание только на них, так как женские группы более успешны, чем мужские. Нэнси ССН-фанатка Чангука. На самом деле непонятно, откуда взялась эта теория, но пользователи активно утверждали это и высмеивали девушку. Также есть слух, что одна ССНка рассказала, что Нэнси и Найон из Твайс признались в любви Чангуку, но
он им отказал. Луна – схема для отмывания денег. Когда дебютировала юнит Луна, люди заметили, что их продажи превысили объем продаж их прошлого юнита от iCircle. Это заставило некоторых поверить, что Луна – тщательно продуманная схема отмывания денег, предназначенная для получения прибыли. Джуб намеренно сексуализирует девушек-айдолов. Этот слух укрепился от нескольких постов, которые потом превратились в обсуждение. Директор Джуб на некоторых шоу делал неловкие комплименты девушкам, и смысл текстов песен Твайс направлял на размышления, если вы поняли о чем. А также в его клипах есть некоторые намеки. Момо из Твайс дочь Якудза. Когда стартовало реалити-шоу 16, Момо приняла там участие и показывала хорошие результаты, но в главную семерку не вошла, тем самым ее исключили. Но потом вдруг основатель шоу добавил ее в финальную девятку, тем самым Момо дебютировала в качестве одной из Твайс. Люди говорят, что это дело рук ее семьи, которая является японской мафией. Хёнджин и Еджи – разлученные близнецы. Фанаты заметили, что Еджи и Хёнджин очень схожи внешне. Отсюда возникла теория, что они тайно являются сестрой и братом, а скрывают свое родство, чтобы развиваться в компании как самостоятельные артисты, которых не будут сравнивать. Третий уровень. SM повторит историю FX с aespa. FX были прорывной группой в Корее. Их музыка отличалась от всей остальной, они буквально открыли новые жанры в кей-попе. И aespa тоже являются именно такой инновационной группой. Поэтому среди фанатов есть теория, что aespa повторит историю FX. Everglow не имеет личных телефонов. У Everglow нет телефона, вместо этого они используют айпады или телефоны стаффа. Компания полностью контролирует все, что они публикуют. Мертвая участница Blackpink. Существует слух, что в ВП должны были дебютировать 5 участниц, но одна участница умерла. 8-й участник BTS. Эта теория давно витала в рядах армии еще с тех времен, когда BTS расшифровывалась как Bangtan Boys. Суть теории в том, что на ранних промо-фото группы присутствовало не 7 мемберов, а сразу 8. То самого 8-го зовут Supreme Boy. Беременность Хёны. Когда Хёна покинула Wonder Girls в 2007 году, распространился дикий слух о том, что она забеременела от Джей Пака. Ходили слухи, что она покинула группу, чтобы сделать аборт за границей, но правда в том, что у нее были проблемы со здоровьем. Хваса заключила сделку с дьяволом. Пользователи считают, что мода и вайб Хвасы в корне отличаются от стандартных критериев красоты, и при этом общество ее хорошо приняло, в отличие от других айдолов, которые пробовали другой стиль. Исключение, наверное, Джесси. Хваса получила минимум хейта, и люди считают, что это потому, что она заключила сделку с дьяволом. Мина из Твайс вампир. Неизвестно, откуда пошла эта теория и какие предпосылки, но некоторые люди активно в нее верили. Релизы Red Velvet для сокрытия скандалов. Пользователи заметили, что почти каждый релиз Red Velvet сопровождается каким-либо скандалом в мире кей-поп, как будто для отвлечения внимания. Примеры скандалов релизов Red Velvet. Джессика покидает CNCD, группа выпускает сингл Pretty-Natural. Тао покидает EXO, группа выпускает Ice Cream Cake. Распуск Кара, сингл One of These Nights. Кан Ин привлекли за пьяное вождение, сингл Russian Roulette. Генри из SM жалуется на компанию, сингл Rookie. Мертвый стажер SM. Теория появилась из-за страшных и мистических историй других айдолов. Например, Нинин из aespa после записи песни под гитару услышала на ней крики женщины. Карина из той же группы увидела тело без верхней части, которое быстро растворилось в воздухе. А также Тамин слышал звуки фортепиано, когда на нем никто не играл. Поэтому фанаты думают, что по зданию SM бродит призрак, который раньше был стажером. Дженни ведьма и продала душу дьяволу. Из-за того, что Дженни очень красивая и успешная, люди думают, что она определенно связана с какими-то мистическими силами. Дженни и Арин не из нашего мира. Также неизвестно, откуда произошла данная теория. Но вероятно, так как Дженни и Арин близкие подруги, и обе очень красивые и успешные, и, как говорится, нет мира всего, что они не могут быть людьми, настолько они идеальные. Сосен работают на агентство. Существует такая теория, что агентства нанимают сосенов, чтобы припугивать айдолов, если они будут в чем-то не согласны или не хотят что-либо делать. Также, чтобы сосены копали информацию под артистов с целью дальнейшего шантажа.
Twice избивают сотрудники. Эта теория появилась после того, как в сеть просочились фото Момо и Дахён. На девушках были небольшие синяки, поэтому фанаты распространили данную теорию по сети. Настоящий смысл трека Хёны «Babe». Некоторые фанаты утверждают, что за веселым вайбом ее трека «Babe» скрывается страшная тайна прошлого певицы. Предположительно, Хёна поет не о прошлых отношениях, не о кризисе «Мне за 25», а о том, как кто-то возвращает его воспоминания о детстве, попутно улыбаясь жуткой улыбкой. Теорий об истинном значении песни много. Встречаются версии с сексуализацией Хёны во времена ее дебюта, о насилии и даже о педофилии. Среди айдолов мужчин есть чат, где они обсуждают девушек-айдолов. После истории с групповыми чатов, в котором замешаны некоторые айдолы и знаменитости, в котором люди обменивались фотографиями и видео с сексуального характера, фанаты предположили, что, возможно, такой чат не один. Дно айсберга. Продажа инфы с эсэном. После некоторых постов с эсэнов, которые рассказали, что работники аэропортов продают им информацию о айдолах, фанаты начали задумываться, могут ли сами компании продавать инфу очень обеспеченным с эсэном. Например, довольно маленькие компании, которые, возможно, не хватает бюджета. SM Entertainment – оккультисты и каннибалы. SM Entertainment считается компанией, в которой тяжело дебютировать. Однако трейни в компании невероятно много. Некоторые утверждают, что количество трейни достигает 1 миллиона. На фоне этих рассуждений компании некоторые кей-поперы начали выдвигать теории, что такое количество людей, так и никогда не дебютировавших, нужно SM Entertainment для своих целей. Этими целями видят страшные ритуалы оккультизма, жертвоприношения и акты каннибализма. Смерть Венди. На одном из концертов группы Red Velvet произошел несчастный случай, в результате которого Венди упала со сцены и получила серьезные травмы. Девушка попала в больницу и перенесла операцию. Когда же Айдол вернулась в групповой деятельности, спустя время фанаты заметили, что внешность девушки немного изменилась. Отсюда возникла теория, что Венди скончалась в результате травм, а SM Entertainment заменили Айдола на похожую девушку, чтобы не терять прибыль. Мину из Twice и кто-то из стафа. Когда у Twice было мировое турне, Мина чувствовала себя очень тревожно. Выражение ее лица было мрачным и грустным. И когда компания объявила о перерыве, фанаты начали строить теории, что с ней случилось. Одна из них была про домогательство стафа к ней. Рабство айдолов 2000-х годов. Существовала такая теория, что так как в 2000-х годах кей-поп был не очень популярен, компании продавали своих артистов очень богатым и влиятельным людям. Так они и зарабатывали деньги на продвижение и создание музыки для айдолов. Смерть Соли и Джихёна связана с тем, что Ли Сама заключил сделку с дьяволом. Но тут без комментариев абсолютно жестокая и мрачная теория, которая разбивает сердце не только фанатам. Потому что люди не понимают настоящих причин, и поэтому выдумывают различные ужасные теории. Неизвестно, откуда пошла и кем была придумана, и с какой целью она распространилась по сети. Тайные подземные туннели Сеула. Существует некий способ для айдолов безопасно встречаться друг с другом, не светясь для фанатов папарацци. Например, таким способом могут быть подземные тоннели, соединяющие здания крупных компаний. Элементы айдолов-масоны. Задача айдолов-масонов заключается в промывке мозгов фанатов. Самые популярные кандидаты в масоны это BTS, Blackpink и Big Bang. Сам это Суджин. После скандала с буллингом Суджин пришлось уйти из группы, и очень долго никто о ней ничего не знал, словно она растворилась в воздухе. Из-за этого фанаты построили жуткую теорию, в которой Суджин покончила с собой. Клип Red Velvet связаны со смертью. В клипе Russian Roulette участницы показывают способы убить друг друга. Другой клип группы Peekaboo уже не скрывает странные, по мнению фанатов, послания. Он открыто жуткий и мистический. Нам показывают кадры с девушками в красных платьях на мрачных тонах интерьеров большого особняка. Девушки украшают пиццу драгоценными камнями, ранят друг друга бритвой. И концепт и текста трека наводят на страх, провоцируя появление все новых и новых фанатских предположений. Армия клонов NST. Индустрия кей-поп буквально штампует шикарных вокалистов, танцоров и рэперов, а свежие релизы появляются почти каждый день. Корейские агентства, особенно SM, создают клоны своих артистов. Джунхён, Соли и Кухара живы и просто решили уйти из индустрии. Существует слух, что все смерти были инсценированы, а сами айдолы хотели тихо уйти из индустрии и где-то тихо и спокойно живут. Ваньон из Ай выращена в пробирке.
У нее самое яркое проявление идеальности, идеальная внешность, характер, она молодая и красива. И у фанатов появилась теория, что она явно не является обычным человеком, а родилась в пробирке совершенно идеальным существом. И это были самые распространенные и известные кей-поп-теории. Какие были самые реалистичные, а какие самые глупые, напиши свой ответ в комментариях. А если вам понравилось видео, то поддержите нас лайком и подпиской. С вами были Кей Ризен, всем до встречи и пока!